Друзья, приветствую вас. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим, что нас ждет по нашей дорогой национальной валюте. Курс рубля, курс доллара, курс евро, нефть и основные макроэкономические показатели. Так, ну во-первых, давайте позиции по фьючерсам посмотрим, по валюте. Что у нас здесь, какая ситуация? Рубль-доллар. У юриков преобладают короткие позиции, их в 2 раза больше длинных. И, соответственно, в пятницу, когда было закрытие, увеличили короткие позиции. Ну, собственно говоря, мы с вами сейчас наблюдаем, идет рост по Китаю. Американский индекс тоже растет. И поэтому весьма вероятно, что с утра, в понедельник, мы сейчас увидим укрепление рубля на открытии. Сейчас мы посмотрим, какие там возможны варианты движения. То, что касается рубль-евро. Здесь мы тоже видим, что короткие позиции у юридических лиц, они преобладают, их в 2 раза больше почти. И кроме того, в пятницу на закрытие юридические лица нарастили короткие позиции по евро-рубль. То есть они ждут, что в понедельник будет укрепление рубля с утра. Далее по нефти. Ну видите, здесь волшебный физик с нефти соскочил с лонгов. Соответственно, юридические лица делают ставку на то, что нефть будет падать, но, тем не менее, в пятницу вечером порезали шорты. Это говорит о том, что, ну, по крайней мере, не ожидают проседания нефти в понедельник в первой половине дня. Ну и по золоту здесь ситуация такая, что по золоту ожидают просадку. Коротких контрактов у юрлиц больше, чем длинных, то есть шортовая позиция. И плюс в пятницу вечером нарастили шорты. Так, друзья, далее индекс доллара, недельный таймфрейм. Ну что здесь хотел сказать? Смотрите, вот у нас сейчас, как ни крути, идет укрепление всех валют к доллару. Это позитивный момент для фондового рынка, для России. Вот. Ну, нефть пока не показывает бурного роста, там есть на то некоторые причины. Вот. У нас здесь очень важно попасть вот сюда, вот в эту область. Если он в эту область попадает и начинает торговаться, то, скорее всего, если не будет сразу задерга и выхода назад, мы увидим дальнейшее движение, цель которого будет вот сюда. Вот. Если такое движение состоится, это будет позитив и для евро, и для emerging markets. И таким образом мы увидим рост рынков. Но опять же, это надо понимать, что этот рост рынка, который сейчас, если он будет продолжаться в июле, он связан с тем, что есть определенная эйфория, которая связана с тем, что выходит позитивная статистика. На самом деле дела обстоят не столь хорошо, как это рисуется. И тот рост, который показывает Китай, это тоже во многом рост, который он, ну скажем так, немножко хорошим образом преподнесенный. И поэтому вот то, что мы сейчас наблюдаем, оно в любой момент может завершиться и развернуться. Там никакого Армагеддона нету. Опираясь только на те цифры, которые связаны, ну скажем так, с тем, что может произойти в силу того, что статистика, которая выходит, по ней есть ряд вопросов. Есть ряд вопросов в части того, что она либо некорректно отображает реальную ситуацию, либо она искусственно ею в определенной степени искусственно манипулируют. Вот, поэтому сейчас идет рост, но здесь бессмысленно вставать против тренда, но надо понимать, что этот рост, он, в общем-то, пиковый рост на текущий момент. Так, ну и дневной таймфрейм, вот он идет, проседает. Сейчас у него ближайшая цель вот это, как только он эту цель пробивает, он и начинает закрепляться, скорее всего, он пойдет в этот диапазон. Дальше, если он здесь закрепляется и начинается проторговка, то, скорее всего, эта проторговка, она приведет к дальнейшему снижению и укреплению валют к доллару. А это есть позитив для нас. Так, далее нефть. Но по нефти, видите, здесь идет такое поджатие, игра с вот этим сильным уровнем. Никак она ее не может взять. Ну и сейчас, скорее всего, я думаю, по нефти наиболее вероятен боковик. Возможно тестирование вот этой верхней границы. Пока драйверов, которые бы указывали на то, что она уйдет на пробой 45 и выше, нету. Хотя, как бы, ну, вроде бы общая картина очень благоприятная. Китай активно выходит из карантина. То есть, ну, позитива много, но с другой стороны, как видите, по нефти пока особо драйверов для роста не прослеживается.
Это, кстати, тоже достаточно такой противоречивый момент, потому что если все хорошо выходит с карантина и все перезапускается, почему тогда нефть не уходит, ну, хотя бы на 55? То есть это весьма как бы странно. Здесь есть противоречие. Либо там что-то не так, либо здесь что-то не так. Вот. Но, скорее всего, я думаю, здесь-то как раз все так, что-то не так там, в этом оптимистичном росте, который сейчас рисует. Так, ну что касается ожидания цены на нефть. Смотрите, здесь ситуация, я думаю, будет таким образом развиваться. Вот 43.23. Вот в ближайшее время мы, наверное, будем, ну то есть первая половина дня, понедельник, в диапазоне 42.85, 43.23. Если мы пробиваем вот этот уровень и пойдет закрепление, то, возможно, она сходит на 45, возможно. Но с учетом того, как здесь все это движение строится, я думаю, вероятность такого события, она падает. Здесь либо боковик, либо если начнется корректировка по мировым финансовым и фондовым рынкам, по нефти мы, скорее всего, тоже увидим проседание. И по нефти у нас есть масса целей, но помимо вот этого боковика, вот напрашивается заход вот сюда, вот в этот диапазон. То есть как только что-то пойдет не так, мы по нефти увидим движение вот сюда, вот в этот диапазон. Я думаю, первая половина дня наиболее вероятно это боковик от вот этого уровня до вот этого уровня, где-то здесь будем толкаться, ходить. Вот. Пока как бы никаких особых новостей, которые бы сподвигли пробить и уйти наверх, я не наблюдаю. Вот, посмотрим, что будет к обеду, но сейчас, я думаю, скорее всего, мы где-то вот в этом диапазоне будем и ходить по ней. Так, друзья, ну далее давайте нефть в рублях взглянем. Видите, здесь какая ситуация, она неуклонно растет, О чем это говорит? Это говорит о том, что ну, либо нефть должна расти, либо рубль должен падать. Потому что как бы, ну, текущая ситуация, когда идут споры относительно того, что там произошло с ФНБ, есть ФНБ, нет ФНБ, мне кажется, этот вопрос нас не должен волновать, потому что его либо нет, либо есть, но он как бы не рассчитан на большинство граждан страны. Поэтому можно считать, что его нету. Ну и соответственно, то есть такая ситуация, низкие цены на нефть, снижение добычи негативно влияет на платежный баланс. Платежный баланс, поскольку у нас большинство товаров и сырья, то есть то, что нужно для производства конечных товаров, завозится за валюту, то снижение, ухудшение платежного баланса, оно будет приводить к тому, что вот эту величину ее будут прокачивать вот сюда вот. И мы, скорее всего, осенью увидим его движение к 4000, может быть даже в августе. По крайней мере, вот этот тренд, который пошел и последняя неделя, показывает, что возможно очень решительное движение. И это решительное движение, оно весьма вероятно будет не за счет роста цен на нефть. Но на новой неделе, если позитив сохранится, то мы, скорее всего, вот в этом диапазоне и останемся. И пока здесь, пока длится эйфория на мировых площадках, там Китай отрастает, Америка пытается отскакивать, то, скорее всего, вот мы где-то и будем биться и ходить в районе этой линии. Но вот надо понимать, что как только этот гэп будет закрыт, это может означать, что начинается сильное движение вот сюда вот. Итак, дальше давайте посмотрим RGBI, месячный таймфрейм. У нас по месяцу вот четко прослеживается, что здесь произошел разворот. И фактически, если почитать сейчас массу СМИ, то пишут о том, что иностранные инвесторы начали выходить из госдолга, что текущие проблемы они будут решаться тем, что будут раздувать госдолг, ОФЗ выпускать. И это приведет к обесцениванию рубля. Но я хочу обратить ваше внимание, что это не совсем правильное утверждение. К девальвации рубля скорее приведет снижение платежного баланса. А ОФЗ это один из механизмов. И говорить, что вот там рубль обесценит тем, что напечатают ОФЗ, но это будет просто техническая реализация того, что не хватает валюты. Вот и все. Так, ну смотрите, вот у нас сейчас намечается движение вот сюда вот, это RGBI, недельный таймфрейм. Действительно мы можем увидеть движение вот сюда в этот диапазон. С чем это связано? Это связано с тем, что начинаются разговоры
о том, что санкции будут вводить. Это связано с ситуацией с талибом и с талибами, что было финансирование. То есть платили талибам за каждую американскую горячую голову. И второй момент с тем, что произошло вот это так называемое голосование. То есть в глазах многих западных политиков, особенно Демократической партии США, то есть Россия, она сделала шаг назад, и поэтому те противоречия, которые были, они могут обостриться. Но я не думаю, что сейчас в июле вот этот процесс они запустят. Скорее всего, все-таки по традиции дождемся августа, а по-хорошему даже середины сентября, числа 15-16. И тогда вот это все может очень энергично начать развиваться. Вот. Но здесь надо понимать, что сейчас мы находимся в метастабильном состоянии, так называемом. Есть уже бочка с порохом, не хватает только искры. И попадание искры – это технический момент. В июле никогда особо никакого трэша не было. Но я вам и раньше говорил, что в марте тоже трэша не было, и поэтому, возможно, в марте что-то случится. И поэтому здесь уже, скажем так, методом инициации катастроф в июле могут что-то запустить. Да, здесь, как правило, июль он достаточно такой месяц спокойный. И по российскому рынку, фондовому, финансовому, и по мировым. И, наверное, все-таки действительно до конца июля, пока там все главные правители мира не отгуляют отпуска, я думаю, все-таки, наверное, спокойная ситуация сохранится. И вот в августе, с моей точки зрения, будет какое-то воздействие негативное, рубль начнут, скажем так, шатать, и потом в сентябре это продолжится. В июле, скорее всего, действительно там в пределах, ну, может быть, до 75 мы дойдем, будут откаты, возможно, даже на 68. Вот. Но вот этот график, это первый тревожный звоночек о том, что происходит на самом деле. Так, доллар-рубль, дневной график. Но здесь у нас, видите, с одной стороны рост, с другой стороны мы все-таки находимся в такой вот проторговочке. И вот здесь есть такой волшебный уровень 71,6. 71,65. Мы этот уровень пощупали в пятницу, выше него не пошли и откатились в эту проторговку. Так, ну вот у нас по часовику здесь наметилось корректирующее движение. Судя по часовику, у нас в понедельник намечается откат. Ну сначала вот сюда 71,2. Дальше, я думаю, этот откат пойдет глубже, потому что есть цель, которая находится вот здесь вот 70,55. Я бы так сказал, что здесь наиболее вероятный сценарий. Ну, опять же, есть, конечно, вероятность того, что будет 71,6 пробито и уйдет наверх. И в этом случае цель движения будет 72,2. Такая вероятность, она очень невелика. Более вероятно, что на открытии мы сразу пойдем вот сюда, вот 71,17. Вот, и потом начнется поэтапное движение, первая цель которого будет 70,77. И потом пойдет возврат вот сюда, вот в этот диапазон. Вот. Я думаю, что у нас понедельник, по крайней мере, первая половина дня, она будет связана с укреплением рубля против доллара и евро. И против доллара, скорее всего, конечная цель движения будет вот куда-то сюда. Поскольку нефть активно сейчас не растет, то вполне как бы можем ограничиться движением вот сюда вот. Если мы приходим на 70, 77, 70,8, здесь объем не растет, то скорее всего задергаем вот сюда, на это значение ограничится. И отсюда потом пойдет отскок и будет движение вот в этом диапазоне. Если этот уровень мы пробиваем сразу на открытие, то тогда у нас скорее всего до обеда мы будем колебаться вот где-то в этом диапазоне 70-23, 70-75. То есть вот здесь вот хождение тогда будет в этом диапазоне. Но надо понимать, что все-таки с учетом того, что идет выход из российского долга, предполагается, что будет санкционное давление. Помимо этого, как ни крути, снижение платежного баланса, на самом деле это ключевой момент. Снижение платежного баланса и вытекающие отсюда все риски, связанные с деятельностью, с экономикой страны и возможностью, скажем так, в перспективе обслуживать долг. И поэтому это, конечно, несомненно будет оказывать значительное давление. А санкции, ну, это один из инструментов, как выжать из страны по максимуму.
Так, далее рубль-евро. Вот дневной таймфрейм мы немножко не дошли. Вот у нас здесь определенная цель, которую мы не отработали. Она находится на 81. Вот. Но теперь все равно как бы получается у нас движение идет в такой проторговочке. С утра с учетом позитива у нас скорее всего пойдет откат, укрепление рубля. Первая цель движения находится вот здесь, вот в районе 80. И в том случае, если на объеме при движении на открытии мы пробиваем 79.95, то отсюда скорее всего пойдет дальнейшее укрепление рубля, у которого цель движения находится вот здесь 79.27. Но здесь что хочу сказать. На самом деле, с учетом того, какое движение было по евро, рубль, скорее всего не будет такого существенного укрепления рубля к евро в текущей ситуации. И, наверное, все-таки мы вот куда-то сюда сходим, ну, может быть, вот сюда, точнее, вот в этот диапазон. И вот уже из этого диапазона при отсутствии роста цены на нефть выше 43-45, мы, скорее всего, будем отскакивать и уходить. И у нас колебательный диапазон на утро, на первые половины дня, это 79-75, 80,4. Вот где-то здесь, я думаю, будем ходить. Вот, конечно, если будет пробитие вот этого значения 79-74, то мы отсюда провалимся вот сюда. Вот есть у нас еще сильный уровень здесь. Но с учетом текущей ситуации, я думаю, такое движение, по крайней мере с утра, без роста цены на нефть, оно мне видится маловероятно. Все, друзья, спасибо за внимание.